Bluetooth наушники открытого типа с мощными басами, диафрагмой из биоматериала диаметром 14,2 мм, водонепроницаемостью IPX5 с защитой от пота, сверхкомфортным дизайном, временем автономной работы до 12 часов на одном заряде наушников и до 36 часов вместе с боксом, поддержкой быстрой зарядки, и это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Anker Soundcore V30i. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я вам, разумеется, сейчас расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в небольшой бело-голубой коробке из плотного картона, на ней есть название, изображение и краткая характеристика модели. В целом все стандартно, при этом пакинг отличный, все упаковано надежно и презентабельно. В комплекте мы имеем бокс, наушники, кабель для зарядки с USB-A на Type-C и краткое руководство пользователя. Вес бокса, размеры наушников, вес наушников вы видите на экране, все, как мне кажется, в пределах нормы. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону. Первые 3 месяца это будет Poco X6 Pro. Условия для участия просты. Вы подписываетесь на канал с колоколом, оставляете комментарий больше 5 слов, любой осмысленный, и либо в комментарии, либо в описании своего YouTube канала указываете свое имя в телеге. И подписывайтесь на телегу скидок. И все, вы автоматически в розыгрыше. Кто победит, тому в личку напишу. Переходим к обзору. В продаже есть только черная расцветка данной модели. Данная модель внешне напоминает Anker Soundcore Sport X10, но X10 это вакуумные наушники. Зарядный бокс изготовлен из матового пластика, качество пластика неплохое, но тактильно бокс ощущается дешевым, если честно. Потертости за время использования на нем не появились, но данный пластик быстро подвергается износу. Форма бокса овальная, из элементов дизайна мы имеем глянцевый логотип с тиснением и интересно оформленный выступ для удобного открытия крышки. Бокс достаточно габаритный, в кармане он слегка мешается, но он не тяжелый. На корпусе расположили также разъем для зарядки Type-C, LED-индикатор и кнопку для сопряжения. Открыть одной рукой бокс можно, но удобства в этом деле мало. Крышка в открытом состоянии фиксируется и самостоятельно не захлопывается. Шарнир же пластиковый и люфт у крышки есть и заметный. Хлопок глуховатый и приятный. Внутри бокса расположили маркировку Left и Right, 2 горизонтальных места под наушники и 2 контакта для зарядки в каждом. Отмечу, что часть, куда кладутся наушники, довольно маркая. Наушники в боксе слегка гуляют. Если попытаться вытряхнуть наушники из бокса с открытой крышкой, то усилий много прикладывать не придется. Переходим к наушникам. Изготовлены наушники из более качественного, чем бокс, матового пластика, дизайн интересный и запоминающийся. Из плюсов я отмечу хорошо выделенную сенсорную область для управления, красные вставки и звуковод с металлической сеточкой. Также на наушниках, как вы заметили, есть несъемные силиконовые заушины. Собрана данная модель хорошо, посадка в ушах комфортная и надежная, при длительном прослушивании музыки легкий дискомфорт лично у меня ощущается, но в целом уши от этого дела не устают. Из-за открытого типа наушников, если слушать музыку на 65% громкости и выше, кто стоит рядом, будет слышать эту музыку, которая проигрывается через наушники. Для кого-то это является минусом, для меня это не важно. На корпусе расположили по 2 микрофона на каждом, наушники с технологией шумоподавления на базе И, логотип, контакты для зарядки и, как я уже говорил, 2 сенсорные области для управления. Из нажатий на борту регулировка громкости, плей-пауза, переключение треков, ответ, сброс вызова и вызов голосового ассистента. Некоторые команды сопровождаются системными звуками, на тапы откликаются наушники отлично. Удобно, что в приложении можно полноценно настроить команды, ко всему есть блокировка сенсорного управления. Ложное срабатывание не редкость, но если одиночный тап заточен на регулировку громкости, то это не столь важно. Летим дальше. Форм-фактор наушников открытые, оснащены они системой с драйверами на 14,2 мм с технологией Bass-Up и технологией направленного звука. По одному наушники работают и переподключение бесшовное, автоматически они подключаются после открытия крышки бокса, мультипоинт не завезли, как и не завезли датчиков обнаружения. Далее, емкость аккумулятора бокса 500 мАч, полный цикл зарядки занимает 2 часа 15 минут, беспроводной зарядки не завезли. Саморазряд у бокса я не наблюдал, что является хорошим показателем. Емкость аккумулятора одного наушника 70 мАч, полный цикл зарядки по моим тестам занимает до 2 часов, перезарядить наушники от бокса можно полных 2 раза, отыграли наушники на 70% громкости по кодеку AAC 9 часов 37 минут, а вместе с боксом около 29 часов. Быстрая зарядка на борту и 10 минут дает 1 час 20 минут прослушивания музыки в тех же условиях. В целом автономность хорошая, как по мне, ее хватит большинству пользователей. Удобно, что в приложении можно настроить функцию автоматического выключения от 10 до 60 минут. Водонепроницаемость есть только у наушников класса IPX5, они защищены от мелкого дождика или от пота. Но, несмотря на это, под дождем прогуливаться вместе с ними я не советую, уж точно топить
топить их в воде, как это делаю я, не стоит. Мой экземпляр после утопления не пострадал, во всяком случае, в первые дни. Отмечу, что все тесты были проведены до утопления, я про микрофоны и про задержку звука. Неизвестно, что с ними будет через месяц. Для удобного использования нужно установить приложение Soundcore. В приложении с подключенными наушниками мы видим заряд наушников и бокса по отдельности, но не в процентах, что, конечно, не совсем удобно. Далее есть настройка тапов и вкладка, в которой есть большое количество хорошо настроенных готовых пресетов. Плюс есть кастомный эквалайзер, на который наушники откликаются достаточно корректно. В правом верхнем углу также есть значок настроек, где расположили обновление прошивки, обновление мне уже прилетало. Летим дальше. Bluetooth версии 5.3, связь с устройством они держат хорошо, через одну стену не отваливались, как и через две стены, но на улице встречались легкие фризы. Из кодеков на борту AAC и SBC задержка на YouTube незаметна, а в играх задержка слегка заметна, но играть в принципе можно. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны отрабатывают, учитывая форм-фактор, хорошо, перегруз есть, как и искажение голоса, но все в пределах нормы, учитывая стоимость. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Anker Soundcore V30i и насколько они хороши вы сейчас слышите. Единственное, хочу отметить, что при любом раскладе, какие бы наушники не были, если это не наушники на шнурке, у которых микрофон прямо у вашего рта, или это какие-нибудь наушники полноразмерные с микрофоном на дуге, тоже у рта, все будет работать хуже, чем если вы будете использовать микрофон вашего смартфона. Потому что чем ближе источник звука к приемнику, тем лучше качество, даже если приемник, если сам микрофон приемника довольно дешевый. Звучание приятно удивило, но сразу говорю, выше 85% громкости есть сильно заметный перегруз. При этом данная пара имеет хороший запас по громкости. Мне для комфортного прослушивания музыки на улице хватило 60-70% громкости. Середина имеет отличную проработку, высокие звучат отчетливо и приятно, звучание объемное с ощущением пространства, низкие реализованы хорошо, но отмечу, что в стойке лично мне слегка не хватает выразительности высоких, поэтому я использовал готовые предустановки для акцентирования вокала. Из минусов: нет сенсоров приближения, нет мультипоинта, нет беспроводной зарядки бокса, не отображается заряд аккумулятора бокса и наушников в процентах. Пластик у бокса тактильно ощущается дешевым. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, на них очень часто идут распродажи. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, там всегда очень много полезного, особенно по поводу покупок. Резюмирую. Беспроводные наушники Anker Soundcore V30i — интересная модель, которая заслуживает внимания. Ко всему, на данный момент она однозначно оправдывает свою стоимость. Подписывайтесь на канал с колоколом, от меня девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.